Урок 1. Как избежать холода? Привет, Анна. У меня есть несколько советов, как не простудиться в этом сезоне. А, это идеальное время. Кажется, в это время года я всегда болею. Что ж, главное– укрепить иммунную систему. Убедитесь, что вы высыпаетесь и едите много фруктов и овощей. Понял. А как насчет таких вещей, как мытье рук и избегание прикосновений к лицу? Совершенно верно. Частое мытье рук и избегание прикосновений к глазам, носу и рту действительно могут помочь. В этом есть смысл. Что-нибудь еще мне следует иметь в виду. Да, постарайся справиться со стрессом. Стресс может ослабить вашу иммунную систему. Ах, хорошее замечание. Мне нужно будет найти время для отдыха и ухода за собой. Именно так. И избегайте обезвоживания, пейте много воды. Урок 2. Разоблачение кризиса. Анна, я думаю, что существование этого кризиса теперь ясно для всех. Он разоблачен. Согласен, Джон. В последнее время ситуация действительно проявилась с размахом. Совершенно верно. Масштабы и серьезность происходящего уже нельзя отрицать. Вы правы. Думаю, многие начинают осознавать реальность всего этого. Определенно. Прошло много времени, но теперь правда вышла наружу. Жаль, что на раскрытие всех масштабов кризиса ушло так много времени. Знаю. Но, по крайней мере, сейчас нет места сомнениям или увольнениям. Именно так. Факты раскрыты, и мы больше не можем их игнорировать. Именно так. Следующий шаг– выяснить, как преодолеть этот кризис в лоб. Урок 3. Жизнь на северных территориях. Знаете, многие жители Юкона, северо-западных территорий и Нунавута ведут совершенно уникальный образ жизни. Это очень интересно. Что делает жизнь на этих северных территориях такой особенной? Ну, например, суровый климат. Здесь привычно жить в условиях сильного холода и снега. Могу себе представить. Согреться и передвигаться по городу должно быть очень сложно. Определенно. Но люди, живущие на севере, невероятно выносливы и легко адаптируются. Мне бы хотелось узнать больше об их повседневной жизни и о том, как они научились преуспевать. Многие полагаются на традиционные виды деятельности, такие как охота, рыбалка и ловля рыбы, для получения пищи и дохода. Ух ты! Для этого нужны такие специальные навыки и знания Земли. Совершенно верно. И они глубоко связаны с окружающей средой. Урок 4. Привлечение перемен и возможностей. Знаете, я думаю, что сейчас самое время завести новых друзей, освоить новые навыки и даже пойти на продуманный риск. Согласен, Джон. В воздухе определенно витает ощущение перемен и возможностей. Именно так. Учитывая все происходящее, кажется,
что настал идеальный момент для использования новых возможностей. Определенно. Застрять в рутине легко, но встряхивание вещей может быть очень полезным. Совершенно верно. Будь то новое хобби, путешествие в новое место или социальная активность. Мне нравится такая перспектива. Легко увязнуть во всех трудностях, но нельзя упускать из виду положительные моменты. Абсолютно. Это может стать шансом заново изобрести себя или заняться тем, что мы откладывали на потом. Меня это очень вдохновляет. Я давно хотела выучить новый язык. Возможно, сейчас самое подходящее время. Отличная идея. И кто знает, возможно, в процессе вы даже заведете новых международных друзей. Урок 5. Незабываемое путешествие. Доброе утро, Анна. Я слышала, что вы посетили удивительные места за лето. Не могли бы вы рассказать мне об этом подробнее? Привет, Джон. Да, у меня было невероятное путешествие. Я отправился в Европу и посетил несколько стран. Это было незабываемое путешествие. Это замечательно. Каковы были самые яркие моменты вашей поездки? Что ж, одним из самых трогательных впечатлений стало посещение мемориалов Холокоста. Увидеть место, где погибло так много ни в чем не повинных людей, было поистине душераздирающе. Могу только представить. Это такая важная часть истории, которую мы никогда не должны забывать. Совершенно верно. Но были и радостные моменты. Мне нравилось путешествовать по оживленным городам, дегустировать блюда местной кухни и встречаться с дружелюбными людьми по дороге. Похоже на невероятный баланс эмоций и впечатлений. Я рада, что вам удалось увидеть и сделать так много. Я тоже. Это было действительно путешествие, которое изменило жизнь. Мне очень повезло, что мне представилась такая возможность. Что ж, я рада за тебя. Приятно слышать, что вы совершили такое впечатляющее и незабываемое путешествие. Урок 6. Отдых на свежем воздухе. Привет, Анна. Я слышала, что ты прекрасно провела время в своей недавней поездке. Какие занятия вам больше всего понравились? Привет, Джон. Да, это было потрясающе. Мне очень понравились приключения на свежем воздухе. Подводное плавание в кристально чистых водах было таким спокойным и безмятежным занятием. Звучит невероятно. Я всегда хотела попробовать себя в снаркелинге. В каких еще мероприятиях вы участвовали? Ну, я также много ходил в походы по красивым горным регионам. Виды просто захватывали дух. Ах, пешие прогулки и снаркелинг– это идеальное сочетание для активного и омолаживающего отдыха. Абсолютно. Это был идеальный баланс отдыха и приключений. Я вернулась отдохнувшей и заряженной энергией. Это просто фантастика. Я рада, что у вас была возможность погрузиться в природу и попробовать новые занятия. Я тоже. Это была действительно незабываемая поездка. Мне не терпится спланировать свой следующий отдых на свежем воздухе. Уверен, вас ждет множество удивительных впечатлений. Такие поездки очень полезны.
Урок 7. Дилемма избавления от беспорядка. Привет, Анна. Я заметила, что вы проводите реорганизацию в своем доме. Как дела? Привет, Джон. Да, я поставил перед собой задачу убрать беспорядок и упорядочить свое жилое пространство. Это был нелегкий процесс, но я очень доволен результатами. Отлично. Могу себе представить, что иметь более организованный дом должно быть приятно. Совершенно верно. Это также помогает уменьшить беспорядок в ванной комнате, что является огромным бонусом. Понимаю, что это было бы действительно полезно. Чистая и незагроможденная ванная комната должно быть намного приятнее. Определенно. Гораздо спокойнее и спокойнее иметь хорошо организованное пространство, в котором нет лишних вещей. Могу себе представить. Это действительно впечатляет, что вы тратите время на то, чтобы убрать беспорядок. Это не всегда простая задача. Вы правы, это может быть довольно сложно. Но я обнаружил, что если разбить эту задачу на более мелкие шаги, она становится более управляемой. Это разумный подход. Пожалуй, лучший способ справиться с крупным организационным проектом– это, пожалуй, одна область за другой. Урок 8. Достижение баланса. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты действительно сосредоточилась на своих целях в фитнесе. Как дела? Привет, Джон. Да, я прилагаю много усилий для улучшения общего состояния здоровья и самочувствия. Это был непростой путь, но я начинаю замечать заметный прогресс. Приятно это слышать. Постоянно заниматься фитнесом может быть непросто, но когда вы начинаете видеть результаты, это очень приятно. Определенно. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс и не впадать в уныние. Совершенно верно. Поддержание здорового образа жизни– это постоянная работа. Вы правы. Мне пришлось научиться терпеть себя и радоваться маленьким победам. Это очень зрелый и мудрый подход. Легко зациклиться на конечной цели и забыть оценить путешествие. Именно так. Я поняла, что процесс так же важен, как и место назначения. Дело в том, чтобы получать удовольствие от прогресса, а не только от конечного результата. Я восхищаюсь вашей решимостью и умом. Вдохновляет видеть человека, который так стремится к самосовершенствованию. Урок 9. Потрясающий природный ландшафт. Доброе утро! Вы слышали об этом удивительном чуде природы всего в нескольких часах езды отсюда. Скальные стены, водопады и вершины действительно впечатляют. Нет, у меня нет. Расскажи мне больше, Джон. Мне бы очень хотелось узнать об этом потрясающем месте. Это захватывает дух. Высокие скальные образования и каскадные водопады создают такую безмятежную и внушающую трепет атмосферу. Ух ты, звучит невероятно. Не могу дождаться, когда смогу увидеть это своими глазами. Что вы посоветуете нам там сделать? Что ж, мы могли бы прогуляться по тропам и полюбоваться панорамными видами. Здесь также можно заняться скалолазанием и даже пологим рафтингом. Скалолазание и рафтинг. Зарегистрируйте меня. Похоже на приключение, которое я не хочу пропустить. Отлично!
Думаю, мы проведем незабываемое время, исследуя это чудо природы. Ты свободен в эти выходные. Я такой. Давайте спланируем поездку и вместе посетим это великолепное место. Замечательно. Я начну все аранжировать. Это будет невероятный отдых на выходных. Урок 10. Искусство приготовления идеальной чашки кофе. Эй, могу я задать вам вопрос о приготовлении кофе? Конечно, Джон. О чем ты думаешь? Что ж, я стараюсь совершенствовать свои навыки приготовления кофе, но до сих пор не могу найти тот мягкий и насыщенный вкус, который мне нужен. У вас есть какие-нибудь советы? На самом деле, верю. Все довольно просто. Нужно просто добавить кофе крупного помола и горячую воду. Кофе крупного помола. Я использовал мелко молотые бобы. Наверное, именно в этом я и ошибаюсь. Точно. Грубый помол позволяет воде извлекать из кофе лучшие ароматы. И убедитесь, что вода горячая, но не кипящая. Понял. Я попробую. Есть еще секреты идеальной чашки кофе. Дай мне подумать. И обязательно дайте кофе настояться несколько минут, прежде чем наливать. Это действительно помогает раскрыть весь аромат и вкус. Ах, понятно. Заварите его несколько минут. Отличный совет. Я собираюсь применить все эти советы на практике. Урок 11. Подготовка к содержательному изучению Библии. Эй, могу я получить ваш совет почему-то? Конечно, Джон, в чем дело? Что ж, я подумываю создать новую группу по изучению Библии и не знаю, с чего начать. Отличная идея. С чего начать, часто бывает сложнее всего. Именно так. В смысле, с чего мне начать? Здесь есть над чем подумать, от выбора темы до поиска подходящих ресурсов. Понимаю. Важно подойти к этому с молитвой и вдумчиво. Задумывались ли вы над конкретной темой или темой, на которой хотели бы сосредоточиться? Пока нет, нет. Я немного ошеломлен всеми возможностями. Есть предложение, с чего начать. Что ж, всегда хорошо начинать с молитвы и искать наставления у Святого Духа. Затем вы сможете изучить различные разделы Священного Писания, которые вызывают у вас интерес или которые, по вашему мнению, побуждают Отличное вас изучать. замечание. Я обязательно проведу некоторое время в молитве и попрошу Бога руководить мной. Урок 12. Шотландский вопрос. Привет, Анна. Вы слышали о продолжающихся дебатах о независимости Шотландии? Да, это интересная тема. Как вы знаете, Шотландия– одна из 4 стран, входящих в состав Соединенного Королевства. Именно так. Стремление к независимости Шотландии продолжается уже давно, и Шотландская национальная партия возглавляет эту инициативу. Верно. Шотландский народ провел референдум о независимости еще в 2014 году, но он был отклонен. Однако этот вопрос все еще актуален. Совершенно верно.
После выхода Великобритании из Европейского Союза дебаты возобновились. Многие шотландцы считают, что выход из ЕС против их воли является достаточным основанием для того, чтобы вернуться к вопросу о независимости. Я понимаю их точку зрения. Голосование по Brexit, безусловно, всколыхнуло ситуацию в Великобритании. Шотландия подавляющим большинством голосов проголосовала за сохранение членства в ЕС. Определенно. Правительство Шотландии настаивает на проведении нового референдума, но правительство Великобритании пока отказывается его провести. Это сложная политическая ситуация. У обеих сторон есть споры, и в конечном итоге шотландцы должны сами решать свое будущее. Вы правы. Это тонкий баланс между национальной идентичностью, самоопределением и более широкими последствиями для Великобритании в целом. Урок 13. Переход на экологию. Привет, Анна. В последнее время я стараюсь быть более экологичной. Заметили ли вы какие-либо изменения в своем образе жизни? Да, определенно. Я прилагаю сознательные усилия, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Приятно это слышать. Чем ты занимался? Что ж, я стараюсь сократить использование одноразового пластика, увеличить его переработку и даже компостировать пищевые отходы. Ух ты, компостирование – это впечатляет. Я собирался заняться этим, но мне кажется, что это немного пугает. На самом деле все не так сложно, как кажется. Как только вы освоитесь, это становится привычкой. Приятно это знать. Мне придется разобраться в этом подробнее. Чем еще ты занимался? Я также стараюсь сократить потребление энергии дома. Например, переключился на светодиодные лампочки и стал внимательнее отключать приборы. Все это действительно отличные шаги. Я также стараюсь более осознанно подходить к выбору транспорта. Урок 14. Экономика свободного заработка. Привет, Анна. Вы заметили все разговоры в последнее время об экономике свободного заработка и о том, как она меняет рынок труда? Да, это действительно интересная тенденция. Я много читала о росте числа внештатных и контрактных работ и о том, как это открывает новые возможности для диверсификации навыков. Отличное замечание. Похоже, что это открывает новые возможности, но также создает некоторые проблемы с гарантиями занятости и льготами. Совершенно верно. Гибкость и автономность могут быть привлекательными, но отсутствие стабильности и традиционных трудовых льгот беспокоит многих. Определенно. Я много слышала о том, что политикам необходимо адаптироваться и найти способы улучшить поддержку работников, работающих по найму. Это правда. Существует много споров о том, как обеспечить систему социальной защиты и защиту работников на этом новом, более изменчивом рынке труда. Да, это сложная проблема без простых решений. Но этот разговор очень важен, поскольку экономика продолжает развиваться. Я согласен. Экономика свободного заработка действительно встряхивает ситуацию и заставляет нас пересмотреть наше представление о занятости и роли правительства. Именно так. И я полагаю, что все больше и больше людей воспользуются этими новыми возможностями для диверсификации навыков. Урок 15. Захватывающие азиатские пейзажи.
Привет, Анна. Знаете ли вы, что Азия известна своими захватывающими дух пейзажами? В самом деле, я всегда хотела исследовать Азию. О каких пейзажах вы говорите? Что ж, в Азии есть все, от густых тропических лесов и высоких гор до безмятежных озер и потрясающих береговых линий. Ух ты, звучит потрясающе. Вы искали конкретные места, которые хотели бы посетить. Я подумал о поездке в Японию. Я слышала, что вишня там просто потрясающая. А, это было бы мечтой. Я также слышал много интересного о рисовых террасах на Филиппинах. Ах да, рисовые террасы Банауи выглядят просто невероятно. Я бы с удовольствием прогулялся по ним в поход. То же самое и здесь. Бьюсь об заклад, виды сверху были бы просто чужими. Определенно. Азия просто полна чудес природы, которые ждут своих гостей. Урок 16. Страсть к бизнесу и предпринимательству. Доброе утро, Анна. Я хотела узнать твое мнение о чем-то. Я подумываю получить высшее образование в области бизнеса. А, это прекрасно, Джон. Бизнес всегда был твоей страстью, не так ли? Это действительно так. Я считаю, что диплом в области бизнеса идеально соответствует моим интересам и целям. Согласен. Похоже, это естественная посадка. Какие аспекты бизнеса вас больше всего интересуют? Меня особенно привлекают предпринимательство и стартапы. Мне нравится идея создавать что-то с нуля. Это так увлекательно. Предпринимательство требует творческого подхода и упорного труда, но отдача может быть потрясающей. Определенно. Меня действительно воодушевляет перспектива воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. Уверена, у тебя это получится великолепно. Ваша целеустремленность и новаторское мышление стали бы таким преимуществом. Спасибо. Я ценю поддержку. Я рассмотрю бизнес-программы, специализирующиеся на предпринимательстве. Урок 17. Продление паспорта. Привет, Анна. Я хотела спросить, твой паспорт обновлен? Хм, не совсем. На самом деле мне нужно его поскорее обновить. Ты недавно продлил свой. Мне пришлось сделать это несколько месяцев назад. Этот процесс может занять некоторое время, поэтому лучше оставаться в курсе событий. Я согласен. Я собирался заняться этим, но у меня пока не было шанса. Сколько у тебя на это ушло времени? На получение моего нового паспорта ушло около 4-6 недель. Я бы порекомендовал начать процесс продления как можно скорее. Приятно знать. Мне придется выделить время на то, чтобы все уладить. Я не хочу ждать до последней минуты. Определенно. Особенно, если у вас есть планы на ближайшие путешествия. Вы должны убедиться, что ваш паспорт действителен. Это хорошее замечание. Через несколько месяцев у меня действительно запланирована поездка. Тогда мне нужно будет ускорить продление. Ах да, в таком случае я бы порекомендовал заплатить дополнительную плату, чтобы поторопиться. Это гарантирует, что вы получите его вовремя. Урок 18.
разнообразие продуктов. Привет, Анна. Какие фрукты и овощи ты покупаешь в последнее время? А, я стараюсь все перепутать и получить хороший сорт. Мне нравится пробовать новые продукты. То же самое и здесь. Мне кажется, это делает кухню интересной. Определенно. Я покупал сезонные продукты, такие как ягоды и листовую зелень. Отлично. Они звучат очень вкусно. В последнее время я все больше тяготею к цитрусовым. А да, апельсины, грейпфруты и лимоны так освежают в это время года. Совершенно верно. Кроме того, они богаты витаминами, что является дополнительным бонусом. Абсолютно. Мне также нравится есть корнеплоды, такие как морковь и картофель. Отличный звонок. Они настолько универсальны и подходят для сытных и приятных блюд. Урок 19. Полезные впечатления. Привет, Анна. Я хотела узнать твое мнение о чем-то. Я подумывал о поездке за границу. А, звучит захватывающе. Куда ты собираешься пойти? У меня есть несколько вариантов, но меня действительно тянет к идее знакомства с новой культурой. Это замечательно. Погружение в другой образ жизни может быть очень полезным. Именно так. Несмотря на то, что это может быть не в моей зоне комфорта, я чувствую, что это будет невероятный опыт. Я согласен. Выходить за рамки привычной рутины и открывать для себя что-то новое очень ценно. Определенно. Это немного пугает, но я думаю, что в конце концов оно того стоит. Совершенно верно. Воспоминания и личностный рост, которые вы приобретаете от путешествий, поистине бесценны. Отличное замечание. Я знаю, что это меня подтолкнет, но мне кажется, что я вернусь помолодевшей. Урок 20. Поход по магазинам. Привет, Анна. Ты недавно была в торговом центре. Я слышала, что у них отличные распродажи. Нет, у меня еще не было возможности поехать. Ты там бывал? Да, я только вчера пошел. Я нашла действительно красивую одежду по невероятным ценам. А, правда. Вы получили что-нибудь хорошее? Конечно, так и было. Я купил новую куртку, пару рубашек и джинсы. Думаю, у меня есть отличные предложения. Это круто. Мне нужно пойти и проверить это. Вы сравнивали цены с ценами в других магазинах. Пока нет, я только что приехала и нашла то, что хотела. У меня не было возможности часто оглядываться по сторонам. Хорошо, дайте мне знать, если увидите что-нибудь еще хорошее. Я хочу убедиться, что у меня лучшие предложения. Сгодится. Я дам вам знать, если найду что-нибудь еще, что стоит попробовать. Урок 21. Музыкальный талант. Привет, Анна. Я слышала, что в последнее время ты очень хорошо играешь на пианино. Да, я много тренировался. Фортепианные композиции Бетховена просто невероятны. Ух ты, это потрясающе. Я не знал,
что ты так хорошо играешь на фортепиано. Спасибо. Мне всегда нравилась музыка Бетховена, и я усердно работал над его произведениями. Это действительно впечатляет. Когда вы начали играть на пианино? Я начала брать уроки в детстве, но по-настоящему погружаться в творчество Бетховена я начала совсем недавно. Бетховен, должно быть, был невероятным композитором, который вдохновил на такую самоотверженность. Определенно. Его способность сочинять такую красивую и сложную музыку, даже потеряв слух, поистине удивительна. Не могу дождаться, когда вы сыграете некоторые из его пьес. Когда-нибудь тебе придется дать мне частный концерт. Урок 22. Размещение в отеле. Привет, Анна. Я только что забронировал отель для своей предстоящей поездки. Но я немного беспокоюсь за номер. А, правда. В чем проблема с комнатой? Ну, у них была только одна комната на верхнем этаже. Не уверен, что это сработает для меня. Есть ли причина, по которой вы предпочитаете комнату на нижнем этаже? Не совсем, я просто предполагал, что верхний этаж будет дороже. Но тебя это устраивает. А, это совершенно нормально. С верхних этажей часто открываются лучшие виды, и здесь может быть тише. Думаю, вам понравится. Отлично, это очень приятно. Я боялся, что не смогу найти хорошую комнату. Не нужно беспокоиться. Похоже, вы получили отличную цену на хорошую комнату. Уверен, вы прекрасно проведете время. Отлично, теперь я с нетерпением жду этого. Спасибо за заверение. Урок 23. Скидки на покупки. Привет, Анна. Ты в итоге пошла в торговый центр. Я хотел узнать, нашли ли вы выгодные предложения. Да, я так и сделала. И я так рада, что пошла. Прошло несколько потрясающих продаж. Отлично, что вы в итоге получили? Надеюсь, вы смогли найти отличные вещи. Я нашла кучу вещей. Я купил новую куртку, пару свитеров и джинсы. Это круто. Удалось ли вам получить скидки или все было по полной цене? К счастью, была распродажа, поэтому мне удалось заключить действительно выгодные предложения. Приятно это слышать. Мне нравится, когда я могу найти качественные вещи по сниженным ценам. Я тоже. У меня такое чувство, что я так много получил за свои деньги. Продажи были слишком хороши, чтобы от них отказываться. Похоже, у вас была очень успешная поездка по магазинам. Я завидую, жаль, что я не пошел с тобой. Урок 24. Восхищение силой. Привет, Анна. В последнее время я замечаю тебя в тренажерном зале. Ты выглядишь очень сильной. А, спасибо. Я усердно работал, чтобы набраться сил. Это определенно окупается. В чем твой секрет? Мне бы очень хотелось самому привести себя в лучшую форму. Что ж, я стараюсь сочетать свою рутину с различными упражнениями.
И я стараюсь изо всех сил стараться изо всех сил. Это круто. Я давно хотела начать больше тренироваться, но не знаю, с чего начать. Без проблем. Я буду рад дать вам несколько советов и помочь вам начать. Все дело в последовательности. Я очень благодарна за это. Мне определенно пригодилось бы это руководство. Наращивание мышечной массы кажется такой проблемой. Не волнуйтесь, при правильном плане и целеустремленности у вас все получится. Я рад поделиться тем, что сработало для меня. Отлично, я обязательно займусь этим. Мне не терпится начать свое собственное фитнес-путешествие. Урок 25. Неестественное размножение. Доброе утро, Анна. Вы слышали о недавних дебатах о том, может ли физическая активность повредить репродуктивной системе? Да, я так и сделала. Некоторые утверждают, что для женщин неестественно заниматься интенсивными физическими упражнениями. Это довольно спорная тема. Каково твое мнение по этому поводу? Что ж, мне кажется, это устаревшие понятия. Женские тела достаточно выносливы и могут выдерживать физические нагрузки. Я согласен. Похоже на попытку ограничить участие женщин в спорте и других видах деятельности. Именно так. Эти утверждения не подкреплены убедительными научными доказательствами. Женщины должны иметь возможность свободно выбирать, как они хотят жить. Определенно. Нам не следует навязывать людям устаревшие гендерные нормы. Времена изменились, и нам нужно быть более прогрессивными. Определенно. Я рад, что мы сходимся во мнениях по этому поводу. Важно бросить вызов подобным устаревшим убеждениям. Совершенно верно. Спасибо, что поговорили об этом. Это важный вопрос, заслуживающий большего внимания. Урок 26. Единые программы. Привет, Анна. Вы видели отчет о финансировании социальных программ? Да, я так и сделала. Похоже, что администрирование и управление этими программами во многом единообразны. Верно. В отчете отмечается, что в разных регионах и организациях существует значительная согласованность. Интересно. Интересно, какие факторы способствуют такому уровню единообразия в программной политике и управлении? Что ж, в отчете говорится, что во многом это связано с финансированием этих программ. Источники финансирования, похоже, обеспечивают определенную степень стандартизации. Понимаю. Таким образом, механизмы финансирования, по сути, определяют, как эти социальные программы реализуются даже в разных областях. Именно так. Похоже, что единообразие определяется деньгами, а не местными потребностями или предпочтениями. Это хорошие замечания. Важно обеспечить соответствие этих программ уникальным условиям каждого сообщества. Определенно. Нам необходимо найти правильный баланс между последовательностью и гибкостью при разработке и реализации социальных программ. Урок 27. Доброжелательный сосед. Привет, Анна. У меня к тебе одна просьба. Конечно, Джон.
Чем я могу вам помочь? Сегодня утром я пролила кофе на пол в своей квартире. Не возражаешь, если я одолжу твою швабру для уборки? Совсем нет. Я буду рад одолжить тебе свою швабру. Просто дайте мне знать, когда закончите. Это так любезно с вашей стороны. Я очень признателен, что ты мне в этом помогаешь. Не беспокойтесь об этом. Я рад, что могу помочь. Дайте мне знать, если вам еще что-нибудь понадобится. Сгодится. Еще раз спасибо. Ты спасатель. Это совсем не проблема. Для этого и нужны соседи, верно? Я с радостью помогу. Определенно. Мне повезло, что у меня есть такой заботливый и щедрый сосед, как ты. Урок 28. Природный декор. Утро. Мне пришла в голову идея украсить свой уголок для медитации, и я хотела узнать ваше мнение. Мне бы очень хотелось это услышать. Чем ты собирался заняться? Я собирался повесить на стену произведение искусства, вдохновленное природой, или, может быть, небольшое растение. Звучит прекрасно. Думаю, декор в природной тематике идеально подойдет для места для медитации. Великие умы думают одинаково. Я надеялся, что ты так скажешь. У вас есть конкретные предложения. Может быть, подойдет фотография природы в рамке или простое минималистское растение, такое как суккулент. Обе эти идеи великолепны. Мне придется заглянуть в несколько местных магазинов и посмотреть, что мне попадется на глаза. Замечательно. Я уверена, что все, что вы выберете, создаст успокаивающую и безмятежную атмосферу в вашем уголке для медитации. В этом и заключается цель. Спасибо за вклад. Я очень признателен, что вы нашли время помочь мне. Урок 29. Стильный наряд. Привет, Анна. Я заметила, что ты сегодня отлично выглядишь. Мне нравится твой наряд. Почему? Спасибо, Джон. Сегодня я отнесся к своему стилю с большим энтузиазмом. Каковы подробности? Мне бы очень хотелось узнать больше о том, во что ты одета. Ну, на мне прекрасная блузка и пара моих любимых джинсов. И, конечно же, за всем этим скрывается мое надежное нижнее белье. Ах, понятно. Классическое, но стильное сочетание. У вас это прекрасно получается. Почему? Спасибо. Я стараюсь хоть немного обдумать свою одежду, даже в повседневной жизни. Это видно. У тебя отличное чувство моды. Уверена, что куда бы вы ни пошли, вы привлекаете внимание. Ты слишком добр, Джон. Я просто хочу чувствовать себя уверенно и комфортно в своей шкуре. И у вас это, несомненно, получится. Продолжайте выглядеть так же. Урок 30. Планирование отпуска. Доброе утро. Я надеялся, что мы сможем больше поговорить о нашем предстоящем отпуске. Доброе утро, Джон. Да, я была так рада обсудить наши планы путешествий. Куда нам поехать? Что ж,
Я думала, что приключение будет действительно увлекательным. Как вы относитесь к путешествиям в новое место, например, в Грецию? Приключение обязательно. Греция звучит невероятно. Мне всегда хотелось увидеть древние руины и красивые острова. Я тоже. Бьюсь об заклад, мы сможем найти удивительные походы и исторические места, которые стоит посетить. Абсолютно. А еда и культура там были бы невероятными. Я уже мечтаю об этом. То же самое и здесь. Я представляю себе, как мы бродим по очаровательным деревням и наслаждаемся видами Средиземного моря. Похоже на сон. Как вы думаете, когда нам лучше поехать? Может быть, конец весны или начало лета были бы идеальными. Погода должна быть идеальной. Урок 31. Школьные дни. Привет, Анна. Мне было бы интересно, есть ли у тебя советы по эффективному управлению временем в школе? Привет, Джон. Это отличный вопрос. В свое время я определенно изучил несколько полезных стратегий управления временем. Ах да, мне определенно пригодился бы совет. Я немного ошеломлен всеми моими классами и внеклассными занятиями. Я вас слышу. Жонглировать может быть очень много. Одна вещь, которая действительно помогла мне, это расстановка приоритетов в моих задачах. Расставляете приоритеты. Не могли бы вы рассказать мне об этом подробнее? Я всегда пытаюсь решить, чем заняться в первую очередь. Совершенно верно. Я бы составлял ежедневный список дел и ранжировал каждый вопрос по важности и срокам. Так я смогу сосредоточиться в первую очередь на самых неотложных вещах. Это великолепно. Бьюсь об заклад, это избавило тебя от чувства рассеянности. Я обязательно это попробую. Это действительно изменило ситуацию к лучшему. И не бойтесь проявлять гибкость. Многое случается, поэтому вы должны быть готовы скорректировать свой план по мере необходимости. Хорошие замечания. Я обычно зацикливаюсь на жестком графике. Наверное, ключевым фактором является некоторая гибкость. Урок 32. Приоритизация задач. Привет, Анна. Я хотела продолжить наш разговор об управлении временем. Как вам удалось так организованно учиться в школе? Привет, Джон. Отличный вопрос. Я обнаружил, что расстановка приоритетов в моих задачах очень важна. У вас была возможность попробовать это. У меня есть, и это изменило правила игры. Теперь я гораздо лучше контролирую свою рабочую нагрузку. Приятно это слышать. Какие стратегии вы сочли наиболее полезными? Что ж, я начал с того, что составлял ежедневные списки дел и ранжировал каждый пункт по важности и срокам, как вы и предложили. Отлично, я так рада, что этот подход работает для вас. Расстановка приоритетов действительно имеет большое значение. Совершенно верно. Кроме того, как вы упомянули, я постарался проявить гибкость. Не всегда все идет по плану. Точно. Быть адаптируемым очень важно. Все дело в том, чтобы найти систему, отвечающую вашим уникальным потребностям и графику. Определенно. Я все еще все дорабатываю, но чувствую себя намного продуктивнее. Еще раз спасибо за отличный совет.
Урок 33. Новое увлекательное хобби. Привет, Анна. Вы слышали о новом зале для скалолазания, который только что открылся в центре города? Думаю, нам было бы интересно попробовать себя в новом хобби. Скалолазание. Звучит очень весело, Джон. Я никогда не пробовал его раньше, но мне всегда хотелось попробовать. У тебя есть опыт в этом? Нет, я тоже буду в первый раз. Но я слышала, что в тренажерном зале есть занятия для новичков, чтобы мы могли учиться вместе. Что скажешь? Вы готовы к новым приключениям? Абсолютно. Мне всегда хочется попробовать что-то новое. Когда мы сможем это проверить? Как насчет этих выходных? Мы можем посвятить этому день, заранее пообедать, а затем провести день в тренажерном зале. Звучит отлично. Не могу дождаться. Это будет очень весело. Интересно, каким техникам мы научимся? Я тоже. Бьюсь об заклад, это действительно бросит нам вызов, но в хорошем смысле. После этого нам придется хорошенько растянуться. Конечно. Я немного нервничаю, но в основном просто взволнован. Для нас это будет отличный опыт общения. Определенно. Я с нетерпением жду возможности вместе покорить скалодромы. Это будет круто. Урок 34. Решение технических проблем. Привет, Анна. У меня проблемы с ноутбуком. Как вы думаете, вы могли бы взглянуть на это мне? А нет, что с этим происходит? Я с удовольствием посмотрю, смогу ли я помочь. Ну, во-первых, похоже, возникли проблемы с подключением к Wi-Fi. А еще на днях я пролил немного кофе на клавиатуру. Ура! Разлив кофе звучит не очень хорошо. Давайте начнем с проблемы с Wi-Fi. Вы пытались перезагрузить ноутбук. Да, я пробовал это несколько раз, но оно все еще не подключается должным образом. И я уверен, что кофе повредил клавиатуру. Хорошо, давайте займемся одним делом за раз. Во-первых, давайте посмотрим, сможем ли мы снова заставить Wi-Fi работать. Вы проверили настройки сети. Я заглянул туда, но не совсем уверен, что ищу. Не могли бы вы рассказать мне об этом? Совершенно верно. Позвольте мне взглянуть и посмотреть, что я могу сделать. А пока почему бы вам не взять баллон со сжатым воздухом и посмотреть, поможет ли это клавиатуре? Отличная идея. Я попробую. Спасибо за помощь. Я очень благодарна за это. Урок 35. Поиск радости в мелочах. Знаете, я много думала о том, как важно каждый день радоваться мелочам. Не могу не согласиться, Джон. В разгар нашей насыщенной жизни так легко втянуться в более сложные задачи и упустить маленькие удовольствия. Именно так. Например, потратить несколько минут на то, чтобы по-настоящему насладиться чашечкой хорошего кофе или полюбоваться красотой заката. Эти маленькие моменты могут сильно повлиять на наше настроение и мировоззрение. Совершенно верно. И дело не только в крупных событиях или достижениях, но и в том, чтобы быть внимательными в нашей повседневной жизни.
Совершенно верно. Даже такая простая вещь, как быстрая беседа с другом или веселый смех, может скрасить день. Определенно. Думаю, мы часто забываем сбавить обороты и ценить мелочи. Но они действительно могут суммироваться и существенно повлиять на наше общее счастье. Согласовано. Я приложу для этого больше усилий. Возможно, мы даже сможем придумать небольшое ежедневное задание, которое поможет нам сосредоточиться на маленьких радостях. Мне нравится эта идея. Мы могли бы попробовать себя в таких вещах, как осознанная прогулка или проявление благодарности в конце каждого дня. Все, что поможет нам оставаться в стороне и быть благодарными. Идеальный. Давайте сделаем это. У меня такое чувство, что это действительно изменит нашу жизнь к лучшему.